Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться своим авторским рецептом приготовления шоколадного, стабильного и очень вкусного крема для тортов, пирожных и десертов. Крем готовится из доступных продуктов, но получается с насыщенным шоколадным вкусом и довольно сладким, чего не скажешь о стандартном креме с какао, где сладость крема ограничивается возможностью добавления определенного количества сгущенки. В моем рецепте крем получается с ярким вкусом шоколада и в то же время сладкий, без привкуса горечи. Как сделать такой вкусный и очень стабильный плотный крем из обычных домашних продуктов, я хочу вам рассказать по ходу приготовления. В теплое молоко всыпаю сахар и перемешиваю ложкой, чтобы сахар растворился. Молоко желательно подогреть, тогда сахар быстрее растворится. Всыпаю какао и ванилин. Перемешиваю ручным венчиком в течение 2 минут до однородной глазури. Если у вас нет ручного венчика, воспользуйтесь обыкновенной вилкой. Какао берите темное и качественное, это очень влияет на вкус. Вот такая однородная шоколадная глазурь получилась. Вливаю сгущенное молоко. В данном рецепте рекомендую цельное сгущенное молоко, а не сгущенку, так как сгущенка изготавливается не из цельного молока с добавлением различных примесей, что отражается на качестве и вкусе крема. Продолжаю вымешивать глазурь до однородности. Мягкое сливочное масло промешиваю недолго миксером. Сливочное масло советую использовать 82,5% жирности, такое масло более стабильно и хорошо вмешивается. Вливаю шоколадную глазурь в сливочное масло. Взбиваю миксером на средних оборотах в течение 3 минут до пышного шоколадного крема. Мои дорогие, спасибо всем, кто поддерживает канал Сладкий Мастер. Ваши подписки и лайки очень продвигают мои видеорецепты. Вот такой глянцевый и очень плотный шоколадный крем получился. Крем готов к работе сразу после приготовления. Друзья, вы заметили, что секрет данного крема заключается в том, что я не использовал сгущенное молоко как единственный подсластитель, иначе крем бы у меня отсекся. В качестве второго подсластителя я использовал сахар, но поскольку сахар не растворяется в жирном масле, было добавлено небольшое количество теплого молока. Благодаря такой технологии шоколадный крем на какао уже не будет горький, и вы можете смело использовать его для украшения тортов, нанесения на капкейки, наполнения пирожных и многое другое. Посмотрите, как стабильно шоколадный крем ложится с кондитерского мешка из насадки крученая звезда. Из такого крема можно накручивать очень красивые шоколадные розы с четкой прорисовкой контуров. Шоколадный крем очень устойчивый и хорошо держит форму. Его также можно использовать для финишного закрытия торта, особенно если это шоколадный торт. Шоколадный крем по данному рецепту получился с очень ярким и насыщенным вкусом шоколада. Рекомендую шоколадный крем как очень вкусный и стабильный крем для быстрого приготовления без длительного уваривания заварной основы. С этим рецептом шоколадный крем больше не будет горчить, так как вкус доведен до идеального состояния из простых продуктов. Шоколадные розы теперь можно с удовольствием кушать на торте, не откладывая в сторону. Простота приготовления, бюджетный состав, экономия времени, насыщенный шоколадный вкус и стабильная форма с четкой прорисовкой контуров – это действительно преимущество крема, который я рекомендую готовить, если вы хотите быстро получить шикарный шоколадный крем для универсального использования сразу после приготовления, без лишних затрат. Спасибо, мои дорогие, за вашу подписку и лайки. Тем самым вы продвигаете канал и мотивируете меня на новые рецепты.